Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Ну, тут у меня просто салфетка, я всегда на нее ставлю или чашку, или стакан какой-нибудь. Ну и специально покупала под тематику данного уголка раскрашивательного. Я уже положила перед собой блокнот для выкрасок. Позавчера я была в магазине Leonardo, потому что я накопила еще 1500 баллов, которые обменяла на промокод в магазин Leonardo. Я сразу еще хочу сказать, что под видео будет ссылка на приложение «Активный гражданин». И для тех, кто имеет учетную запись на mos.ru, ну там типа как госуслуги, как они называются, ну, кто живет в Москве, или предполагаю, что и в Новой Москве тоже, наверное, вы можете авторизоваться там и участвовать во всяких голосованиях, ну типа какую улицу как назвать, там тому подобное. Вам будут начислять за это баллы, за поделиться, причем поделиться вы можете и на электронную почту, и WhatsApp, и куда хотите, тоже будут начислять баллы. За, например, новости, за оценку новости 3 балла, поделиться 10 баллов, участвовать в голосовании 20 баллов, ну и, соответственно, опять же поделиться 10, за вход 3 балла, пульс столицы 5 баллов. То есть там постоянно, ежедневно можно что-то получать. Бывает участие во всяких мероприятиях, причем это просто чисто кликнуть на кнопку. Там бывает и по 500 баллов начисляют. В общем, суть в том, что накопить какие-то баллы там достаточно легко, а поменять их вы можете на огромное количество товаров. То есть это может быть какие-то подарки. Вот, например, такой монопод с пультом, с символикой проекта, но, правда, я его взяла не по баллам, я его просто выиграла. Уж не знаю за что, но мне от них пришло письмо, что вы выиграли монопод бесплатно, и мне его в пятерочку в постамат принесли. Тоже бесплатно. Вот. Но такой же монопод можно взять за баллы. Также там есть флешки, блокноты, одежда. Помимо этого театры, выставки, какие-то развлечения. Потом оплата проезда в метро, парковочные места. Ну, короче говоря, вот все в таком стиле. И плюс всякие промокоды. Сейчас скажу, где. Значит, Leonardo, потом Комус, Магнит Косметик, Магнит, Хофф, еще что-то. И причем промокод, например, в Leonardo, он как бы как полноценные деньги. То есть, ну, понятно, что вы их наличкой не получите, но они как бы суммируются со всеми акциями, со скидкой по карте, идут в накопление по карте. Вот я уже, например, 5-й промокод получила, то есть я уже взяла товаров на 2500 рублей. Ну что ж, ладно, давайте приступим. В общем, ссылка на регистрацию под видео. Там даже не регистрация, а просто авторизация идет. И, ну, в общем, классно. И теперь я покажу, что я взяла за бесплатно в Leonardo. Ну, по сути дела, сразу скажу, что, как всегда, это карандаши Дервент. Ну, потому что все-таки цена одного карандаша 169 рублей. Ну, и даже плюс моя там скидка по карте. Но все равно это приличная сумма, и приятно взять все бесплатно. Я в этот раз взяла Индиго C300 Derwent Colorsoft. Конечно, мне нравится Derwent Colorsoft, Derwent Drawing, но у дроуингов не такая богатая палитра, поэтому там я уже взяла все, что хотела. А знаете, близкие друг другу оттенки мне брать не хочется. Второй карандаш был Blue, ну, в общем, голубой, C330. Мы выкраску сейчас сделаем.
И следующий это Orange C70. Вот. Сейчас, так, это дроинги. Вот у меня дроинги, которые есть, граффитинты есть. Это я брала на пробу вот такой карандаш. Может быть, угольный, да, наверное, или какой-то. Но мне по итогам хватило одного. Он меня не сильно впечатлил. И вот у меня Colorsoft, то, что сейчас у меня палитра. Она как бы небольшая. Я что-то покупала за свои деньги, но, по-моему, два у меня, да, было два карандаша каких-то на пробу. Я приобретала. И остальные я уже брала вот бесплатно по промокоду. Ну и давайте сразу здесь же выкраску сделаю. Индиго. Очень красивый цвет. Прям вообще супер. Дальше голубой. Я там все потестировала, посмотрела. Я еще Baby Blue смотрела цвет. Но они как бы... Короче говоря, я поняла, что мне двух вот этих хватит. А Baby Blue можно уже потом взять, когда я куплю все необходимые оттенки. И я решила взять оранжевый. Потому что у меня, например... Их можно и с этим сочетать, вот, например, с этим цветом. И, например, с коричневыми дроингами без проблем можно сочетать. Тоже очень мягкий, яркий, красивый цвет, оттенок потрясающий. Ну, в общем, согласитесь, очень даже неплохо каждый день заходить в приложение, особо вообще там провести меньше 5 минут и получать баллы, а в итоге купить что-то себе. Ну вот в моем случае на данный момент я выбираю Леонардо, потому что там большой выбор. Если бы не было Леонардо, возможно, я бы, может быть, но не факт, выбрала бы Комус. А там не знаю. Когда-то я пополняла карту Тройка, когда это было актуально. Сейчас мне это не актуально. Я плачу смартфоном и экономлю. У меня теперь проезд 26 рублей. Это я потом подпишу название цветов. Но это были еще не все покупки. Это я только купила в Леонардо. Точнее, взяла бесплатно. Но у меня, поскольку еще же скидка была по карте, то там не 500 рублей получилось. Там у меня с моей же скидкой оставалось еще рублей 20. Вот. Но, знаете, когда что-то получаешь, по сути дела, просто так, то это как бы к этому бережнее почему-то относишься. Но в моем случае это как бы так. Для меня это ценнее, что я где-то что-то вот получила. И... Конечно, жалко эти 20 рублей, тем более, что это же идет накопление по карте, а каждые там 10-20 рублей они приближают к еще большей скидке. Поэтому, мне из канцелярии, в принципе, ничего больше было не надо, а я очень люблю сейчас аромапалочки, то есть я их когда-то любила, потом перестала их переносить, а сейчас снова очень понравилось. В итоге вот Королева ночи выбрала аромат, такого у меня еще не было. Ой, он просто потрясающий. Вот. И стоило это 49 рублей. Короче, я 28 заплатила за эти палочки. К ним же тоже применилась скидка. И мне это... В общем, моя покупка составила всего 28 рублей. За вот эту вот прелесть. Ну и потом я пошла в Ашан. А в Ашане была распродажа, и я взяла, это я уже пробовала точилку, вот такую Ашан с птичкой точилку, но она двойная. У меня вообще 3 точилки, вот таких, но 2 у меня как-то в Питере оказались. Вот.
Здесь вот можно точить мэджики из Fix Price, они здесь хорошо точатся, вот и кахенуровские не очень, но тоже можно заточить, плюс стандартные и такие средненькие. Точилка хорошая, но она уже давнишняя и стала ломать карандаши. Она у меня уже довольно много лет, на самом деле. Ну, я решила взять, скидка была вот на эту, 34 рубля. Ну, думаю, возьму, почему не взять-то? Тем более... Слушайте, а вот это вот отверстие, оно, между прочим-то, отличается от этого. То есть оно меньше этого, но больше этого. Хотя могу ошибаться, знаете, сейчас я возьму какой-нибудь кахенуровский мэджик. Вот, собственно. И можно попробовать заточить, а вдруг... О, чудо, кажется. Слушайте, вот так повезло. Идеально. Понимаете, идеально. То есть, если вот этой точилкой я могла точить только Kids Fantasy Magic, то этот вот, ну никак сюда. Нужно было вот к этому лезвию вот так карандаш прижимать. А здесь вообще без проблем. Класс. Так что я рада, покупка точно была не напрасной. Я вот еще думаю, если я застану такую акцию, наверное, я, конечно, возьму в запас еще одну штучку. Вот, потому что, ну, как бы, они же тут тоже выходят из строя. Так что классно. Но это еще не все. Там была скидочная корзина с карандашами и с фломастерами. Но с фломастерами, честно, непонятно. До этого я много раз брала. Они были по 9 рублей 20 копеек. В этот раз там тоже стоял такой ценник. Но когда я стала пробивать на кассе, оказалось один фломастер 20 рублей. Ну, по всей вероятности, вышла какая-то досадная ошибка. Но я это сразу заметила, фломастеры брать не стала. Вот, ну, потому что по-другому и быть не может, так как, ну, те фломастеры, которые там продаются, они не могут быть 20 рублей за штуку. Вот. Тем более, ну, видимо, не тот штрих-код наклеили. Ну, да ладно. А вот карандаши как стоили, так и стоят около 4 рублей, там 3 с чем-то. Но я там их не покупала, а в этот раз решила покопаться в этой корзине, думаю, вдруг что-то интересное. И, конечно же, это интересное я нашла. Во-первых, нам с Оксаной очень нравится в наборе Ашан 50 цветов 2 карандаша. Они у меня часто мелькают в видео, это Clay Yellow и Yellow Ochra. И... Собственно, я стала копаться в этой скидочной корзине, и Clay Yellow я обнаружила. Сначала я нашла один карандаш, а потом поискала, и оказалось, что вот он второй. Поэтому один карандаш я положу себе в запас, а один отправлю Оксане в подарочек. Я уже Оксане сказала, она обрадовалась, потому что ей как раз очень актуальны. Но это было не все. Я вообще вижу, часто продаются карандаши гамма поштучно, то есть, вернее, в наборе, но я как-то с маркой гамма не дружу. Вернее, как, их вот гуашь, которую я в Fix Price покупала, она меня в принципе устраивает, ну, пока что устраивает. А вот, например, акварель гамма, я ее терпеть не могу. Вернее, ну, в кюветках она хорошая, а вот именно детская медовая обычная вот эта акварель, я ее терпеть не могу. Она, ну не нравится она мне. Я больше люблю луч. Но тем не менее, если, например, гуашь мне нравится, да, там акварель в кюветках нравится, а обычная не нравится, то вполне вероятно, что и какие-то другие вещи мне зайдут. Но я не хотела покупать коробку, знаете, карандашей,
просто так. Тем более, я даже не знаю, буду я их покупать или нет. Скорее всего, нет, учитывая, что я 120 брутфунеров за 1080 купила, и они мне вообще там еще и бесплатно обошлись. В принципе, бесплатно я взяла коробку, то вряд ли буду, но мне интересно попробовать. В общем, там был карандаш Гамма из вот набора. Тоже менее 4 рублей стоит. Попробовала. Они потрясающие, слушайте, они невероятно мягкие, они вот, ну, я не знаю, наверное, их можно сравнить с Fix Price, но я имею в виду по мягкости. Они потрясающие. Так, ну и вот я возьму вот этот карандаш. Тоже вот он какой классный. Clay Yellow, Yellow Ochra. Они дополняют друг друга и дают классный эффект. Вот, но в целом мое мнение, что карандаши хорошие. Просто сейчас я действительно после такой копеечной цены за брутфунеры, я не знаю, как бы, буду ли я смотреть на такие карандаши, да, но в целом ведь бывают еще какие-то акции. Короче, если вы думаете, брать, не брать, хорошие. И еще как раз-таки мне было очень интересно потестировать карандаши Луч. Луч классика цвета. Они не везде продаются, в Ашане их, в принципе, я не видела еще пока. Но вот на удивление поштучно они были. И я взяла себе. Причем у меня получилось, что я взяла 2 цвета, и на одном не было штрих-кода. И в Ашане там нельзя изменить как-то ничего вручную на терминале. Ну, в общем, вот у меня 2 цвета, давайте потестируем. Эти прям с Гамма один в один похожи, посмотрите. Ну, во всяком случае, мне кажется, что похожи. По нанесению тоже мягкий, классный карандаш. И вот этот синенький мне очень понравилось. Я довольна качеством. Не знаю, я даже, может быть, если бы я еще не купила брутфунеры, может быть, я сразу бы после затеста прихватила бы какую-нибудь, ну, коробку Гаммы, например, там. Ну, или Луч, если бы видела. Очень достойный вариант. Вот, например, я на Алиэкспресс брала эти, ну, какие-то а-ля масляные, я их ругала, 12 штук, но это мерзость мерзостью. А вот это прям качество, ну, бомбическое. И еще я поштучно зацепила карандаш Muppet Color Peps. Вот такой трехгранный. Ну, тоже, если есть поштучно, почему бы не попробовать? В любом случае, снимаю видео про раскраски, про карандаши, надо же иметь представление. Но брать очередную коробку чисто на попробовать я, например, не хочу. Потому что, с одной стороны, канцелярия, она всегда выглядит мимимишно, но... Ну, короче, я не вижу смысла тратиться так. Но знаете что? Они не жесткие, конечно. Ни в коем случае не жесткие. Вот здесь они нормально рисуют. Цвет довольно-таки яркий, в руке держать удобно, но у меня есть к ним претензии, по которым я никогда их не возьму. Но если только уж совсем за бесценок будут отдавать, ну, бывает такое в Ашане. Пластик. Это 100% пластик, меня это не устраивает, это значит портить точилку. Я не хочу портить точилку, поэтому меня это не устраивает. Ну и действительно, мне неприятно пластик в данном случае относительно карандашей держать в руках. Вот. И все равно вот нанесения, да, они мягкие, да, они яркие, но какая-то неестественность все равно ощущается. Но тем не менее карандаш я буду где-то использовать, и в целом неплохо. Если даже их сравнивать с такими пластиковыми карандашами ашановскими, эти лучше. Намного. Так, ну и был еще один карандаш у меня. Называется он Evolution Big. Он наполовину, как я понимаю, пластиковый. То есть тут древесина с вкраплениями пластика. Ну, если я не ошибаюсь. Тоже взяла, во-первых, голубой цвет, он тоже всегда нужен, плюс на попробовать.
Вот эти чуть-чуть пожестче, чуть-чуть, но назвать их жесткими полноценно нельзя. Они довольно-таки неплохие. Но, знаете, если выбирать между этим и этим, ну, вот просто бы стоял у меня выбор, что выбрать, я бы выбрала, конечно, и ничего бы другого не было, я бы выбрала Muppet, потому что пусть они полностью это пластик, но они помягче. Эти пожестче, но тоже, как видите, яркие, соответствуют своей рубашке. То есть, в принципе, нареканий нет. Имеет место быть. Но вот эти получше. Так. Ну, в общем, вот такие карандаши. Я очень рада, тем более так бюджетно, согласитесь. И еще это просто вообще, считайте, подарок. За 3 рубля с копейками я взяла свой любимый карандаш. И взяла не только себе, и вообще взяла все, что там было. Это Kohinoor Copy Pencil. Короче говоря, это химический карандаш. Я взяла, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук там было, и я все 13 взяла. У этих карандашей есть один минус. Они очень хрупкие, и они все были поломаны. И это не в партии дело, они просто все такие. Бывают разные акции. Вообще их ценник где-то 30 чем-то рублей в разных интернет-магазинах. В Ашане они были даже по 19, и, по-моему, я по 19 и брала один раз. Я осталась в восторге от карандаша, и когда я увидела их по, грубо говоря, 4 рубля, округляя, я взяла. Оксане я тоже обязательно в посылочку вложу несколько штук. Они невероятно мягкие. Посмотрите, какой это бомбический цвет. Конечно, это не тот химический карандаш, как был в советское время, который, ну, пишет как простой, а при намокании становится синим. У этого какое-то другое назначение, но он и в походах там его берут, все дела. Но посмотрите, какая прелесть. Ну разве не чудо цвет? Вот. Вот поэтому я столько взяла. Мне их уже пришлось, конечно же, заточить. Как видите, они такие разные, разнокалиберные, но зато они есть. Теперь я могу спокойно раскрашивать, потому что у меня осталось немного, и, честно, я прям его экономила. Довольно. Класс. И я, знаете, сделала одно такое очень интересное наблюдение. В тот день я заходила в магазин Ашан, в Леонардо, и сделала абсолютно разные покупки. Ну, как видите, да, я заходила же... и в Бук24 я ездила за раскраской, как раз-таки Марии Тролли «Дивная луна» или «Луна». А когда я задумывалась о цвете, это было только относительно карандашей. Потому что я их подбирала, дервенты, ну и здесь взяла то, что мне требуется, потому что, понятно, я не брала те оттенки, которые у меня не идут частые, что мне не нравится, все такое. И я еще сделала одну косметическую покупку, я это всегда показываю в хобби-влогах. Ну, ладно, в общем, суть в чем? Совершенно случайно, посмотрите, цвета. Как вам? Совпаденница. Дальше кладем вот это. Ну, вот это уже лежит рядышком, да, синенькая. Сейчас я покажу еще одну вещичку. Крем-балет тональный. Кстати, классный. Сочетается с этим карандашом. То есть... Прям палитра такая вообще собралась, как-то все такое розовое, фиолетовое, синее немножко, оранжевое, все дополняет друг друга. Ну вот это просто идеальное сочетание. Вот так вот. Но, кстати, знаете, так и бывает иногда, что
когда день удачных каких-то покупок, прям вот реально нужных, не просто там с большой скидкой или бесплатно, а прям вот то, что вам нужно. Оно еще бывает и не только по назначению, но даже вот по цвету дополняет друг друга. Кстати, вон. Тоже сочетается, тоже синие цвета, тоже вот эти. Как-то так. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, хороших раскрасок, канцелярии и уютной теплой осени, даже если у вас за окном дождик. До скорой встречи, пока-пока.